Добрый день, мои дорогие! Добро пожаловать на мою кухню. Сегодня буду печь жаворонков. Жаворонки– это булочки в форме птичек. Традиция печь вот таких симпатичных птичек сложилась на Руси с древних времен. Во времена язычества жаворонков пекли как символ наступающей весны. Ими женщины звали, приближали весну. И затем эта традиция вошла в жизнь христиан. Сегодня мы печем жаворонков. К 22 марта в этот день мы чтим память 40 севастийских мучеников. Итак, мои дорогие, начнем. Начнем мы с приготовления теста. Для теста нам понадобится 600 грамм пшеничной муки, столовая ложка сахара, чайная ложка соли, чайная ложка сухих инстантных дрожжей, Сав-момент из красной пачки, вот такие. 250 миллилитров теплой воды и 80 миллилитров растительного масла. Растительное масло можно взять абсолютно любое. Я возьму вот такое Iberica Extra Virgin, то есть нерафинированное. Очень полезное масло с приятной благородной горчинкой. Конечно, оливковое масло не характерно для русской кухни, но мне очень нравится, поэтому я выбираю именно оливковое. Вы можете взять любое другое. И попутно хотела бы сказать, что рецептура этого теста не является строго обязательной. Вы можете ее подстроить под себя. Не хотите добавлять сахар, можете его не добавлять. Если постом запрещено растительное масло, также можно его не добавлять. Либо можно сократить количество. Ну а если вы не соблюдаете пост, то вы, конечно, можете замесить любое сдобное тесто. Здесь самое главное – консистенция теста. Нам нужно, чтобы тесто было довольно плотным. Итак, просеиваем миску муку. В центре мучной горки делаем лунку, вливаем туда теплую воду, всыпаем дрожжи и аккуратненько вилочкой подмешиваем в воду муку, чтобы у нас образовалось жидкое тесто. Вот примерно такое. Накрываем и оставляем в тепле примерно на 30-40 минут, чтобы у нас дрожжи начали работать и тесто запузырилось. Через некоторое время можно приоткрыть полотенчико и еще раз наше тесто размешать, чтобы дрожжи лучше разошлись. И попутно хотела бы сказать, что инстантные дрожжи не требуют предварительной активации, их можно добавлять непосредственно в муку, то есть размешиваете дрожжи с мукой и затем сразу же замешиваете тесто. Но все же иногда я вот таким образом поступаю для того, чтобы быть точно уверены в том, что дрожжи рабочие, и они смогут поднять наше довольно плотное тесто. Вот посмотрите, какая у меня красота. Все пузырится, дрожжи ожили, можно замешивать тесто. Всыпаем соль, сахар, растительное масло. Рядом ставим стаканчик с водой, поскольку мука везде разная, и вам может понадобиться добавить еще немножко воды. И начинаем замешивать тесто. На первом этапе просто все смешиваем и определяемся с консистенцией. Я буду замешивать довольно плотное тесто, поскольку такое тесто хорошо держит форму при расстойке, выпечке, и в результате жаворонки получатся ровные, с четкими линиями. Но это не обязательное условие. Лепить жаворонков можно из любого теста и даже очень мягкого. И, на мой взгляд, в любом случае они получатся очень милые, симпатичные и трогательные. Поэтому и консистенция теста – это тоже на ваше усмотрение и ваш выбор. Но повторюсь еще раз, что если вы хотите создать четкую форму, то тесто должно быть довольно плотным. Ну, вот такое у меня тесто получилось в результате. Воду мне добавлять не пришлось. И далее тесто нам нужно будет хорошо вымесить до гладкого однородного состояния. И попутно хотела бы заметить, что плотное тесто ни в коем случае не означает сухое. Вся мука должна быть смочена, все у нас должно соединиться в тесто, поэтому если вы чувствуете, что тесто распадается, добавьте немножко воды. Ничего страшного в этом не будет. Миску смазываем растительным маслом и занимаемся тестом. Месить тесто нужно довольно долго, где-то примерно минут 5. Изменения в тесте вы почувствуете, оно станет более влажным, очень приятным на ощупь. Хорошо вымешанное тесто принято сравнивать по ощущениям с кожей ребенка. Вот действительно,
согласна прямо на все 100. И, конечно, если у вас на кухне есть какие-то бытовые приборы, которые позволяют вымесить тесто, вы можете ими воспользоваться. Вот такое у меня получилось тесто. Оно довольно мягкое, но в то же время оно абсолютно не липкое. Оно легко режется ножом, при этом не тянется за лезвие. На срезе однородное и очень пузырчатое. Не знаю, насколько это видно на съемке. Тесто собираем, округляем. Кладем в миску. И поскольку тесто у нас довольно плотное, оно очень легко сохнет, поэтому его обязательно нужно накрыть либо пленочкой. Если будете накрывать полотенцем, то полотенце нужно смочить в воде и отжать. То есть влажным полотенцем. И оставляем в тепле до удвоения в объеме, примерно где-то на 2 часа. Подошедшее тесто обминаем. При обминке мы удаляем из теста углекислый газ, который скопился в тесте в результате жизнедеятельности дрожжей. И в результате процесс брожения активируется. Можно совместить обминку с округлением теста. Для этого подбираете края теста к центру. В результате тесто обминается и округляется. Если располагаете временем, то после обминки теста накройте и дайте ему подойти во второй раз. Если времени нет, то оставьте тесто минут на 20, и затем уже тесто можно делить и формировать жаворонков. У меня тесто подошло во второй раз. Тесто абсолютно не липкое, поэтому пользоваться мукой я не буду. Выкладываем тесто на сухой рабочий стол и делим в зависимости от желаемого размера птичек. Я поделила на 17 частей. Вес каждой части примерно 55 грамм. И затем нам каждый кусочек теста нужно округлить. Для этого подбираем края теста к центру, чтобы у нас образовалась гладкая поверхность. Вот посмотрите. Края теста подщипываем, подкатываем. И тесто немножко раскатываем. Вот в результате получается такой овал. И таким же образом округляем все остальные кусочки теста. Округлять тесто нужно обязательно, поскольку в этом случае жавороночки получатся аккуратные, ровные и красивые. Подкатанное тесто накрываем либо отжатым полотенцем, либо пленочкой, поскольку тесто очень быстро сохнет. И оставляем минут на 15. За это время в тесте расслабится клейковина муки, оно станет более мягким и более податливым. Из него будет проще сформировать жаворонка. Берем кусочек теста, как видите, он стал более пухлым, более мягким, и раскатываем. Раскатываем от центра к краям, стараясь края не трогать, чтобы они были более толстыми. Все время раскатываем серединку. Сначала на руках, затем на рабочем столе. То есть раскатываем не в веретено, а в такую своеобразную косточку. Я раскатываю на толщину 2 ладоней. Вот, посмотрите, толстенькие края, более тонкая середина. Свободно помещаются 2 ладони. Раскатанное тесто завязываем узелочком. Обязательно кладем на рабочую поверхность и поправляем, чтобы в тесте не было напряжения, чтобы наш жавороночек лежал свободно и прямо. Если тесто не поправить, то в процессе расстойки жавороночек может перекоситься. Формируем хвост, его рассекаем, формируем клюв, глаза. Я обычно сначала прокалываю тесто зубочисткой и затем вставляю глаза, для того, чтобы они лучше держались и не потерялись в процессе выпечки. На этот раз у меня горошина черного перца. Честно говоря, не очень хорошая идея, поскольку неприятные при раскусывании, и нужно предупреждать. Чаще всего вставляют небольшие кусочки темного изюма. Вот такая у меня получилась милая птичка. И таким же образом формируем всех остальных жаворонков.
Обязательно жаворонков ставим расстояться. Поскольку тесто легко сохнет, нужно растаивать его во влажном помещении. Для этого я ставлю противень с жаворонками в холодную духовку, включаю там лампочку, чтобы было тепло. На самый низ духовки ставлю емкость с небольшим количеством кипятка, закрываю дверцу и оставляю минут на 20. Через 20 минут противень с птичками достаем и ставим на рабочий стол. Духовку разогреваем до 200 градусов Цельсия. Для красивого цвета птичек смазываем крепким черным чаем. Это практически заварка. При смазывании особое внимание уделяем глазкам, проверяем их на прочность. Если вдруг отвалилось, подклеиваем на чай. После того, как птички будут смазаны, дадим им постоять минут 5, но обычно за это время успевает прогреться духовка. И ставим в разогретую, как я уже сказала, до 200 градусов Цельсия духовку до зарумянивания примерно на 20 минут. Хотя время выпечки зависит от размера птичек. Ну вот такие у меня получились румяные пухлые жаворонки. Сразу же после выпечки для блеска их можно смазать растительным маслом. И попутно хотела бы сказать, что способов лепки птичек существует великое множество. Их делают с крылышками, их делают летящими, сидящими на гнездах. В общем, здесь возможно все, что подскажет ваша фантазия. Но вот этот способ, пожалуй, самый традиционный и самый известный, и, пожалуй, самый простой. Ну, вот такая у меня получилась стайка жаворонков. Я их всех лепила одинаково, но в результате все они получились разные, со своим характером, со своими эмоциями. Итак, мои дорогие, наши жаворонки готовы. Очень надеюсь, что эта древнерусская традиция приживется в вашем доме. Лепите жаворонков вместе с детьми, всей семьей. И если даже вы очень светский человек, то, на мой взгляд, встречать весну с такими милыми птичками веселее и приятнее. Спасибо, что были со мной, смотрели видео, и всего вам самого доброго.